Всем добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как правильно выбирать контакт-центр на аутсорсинге. В нашей беседе принимает участие коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия» Алексей Белов. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Скажите, почему так важно сделать правильный выбор контакт-центра в качестве подрядчика? Выбирая колл-центр в качестве подрядчика, вы выбираете себе партнера. Чаще всего долгосрочного партнера, с которым вы будете работать на протяжении энного количества времени. Поэтому важно не сделать ошибку, потому что этот партнер будет нести ответственность за тот результат, который вы как заказчик будете видеть. И ваши клиенты, общаясь с компанией-подрядчиком, с его колл-центром, должны быть удовлетворены теми консультациями и теми ответами, которые этот колл-центр будет давать. Поэтому здесь важно не допустить ошибки. Здесь важно, может быть, потратить время, но сделать правильный выбор. Самое первое, на что нужно обратить внимание при выборе контакт-центра, это что? Прежде всего, когда мы только знакомимся с компанией, мы смотрим на ее лицо. На сегодняшний день ее лицо – это ее сайт в интернете. Соответственно, нам надо внимательно ознакомиться с той информацией, которая предоставлена на сайте, и даже самим видом сайта, как он устроен, насколько удобно представлена информация, насколько понятна информация изложена, как представлены услуги и сервисы. Но прежде всего мы хотим найти информацию об опыте, потому что от опыта работы зависит стабильность компании и надежность самого того партнера, которого вы выбираете. Помимо этого, на сайте мы можем найти реквизиты компании, расположение его офисов и филиалов. Мы можем найти информацию о тех успешных кейсах из различных сфер деятельности компании. Можем узнать информацию о техническом оснащении компании и прочую информацию, которая может быть полезна при выборе. Почему первым пунктом стоит опыт работы? Опыт работы говорит очень о многом. Дело в том, что контакт-центр как бизнес – это не высокомаржинальная история. И только компании, которые внимательно и аккуратно подходят к ценообразованию, к качеству своих услуг, к взаимоотношениям со своими действующими клиентами, они имеют возможность развиваться и работать годами и десятилетиями. Соответственно, каждый год на рынке появляется много новых контакт-центров, и столько же много новых контакт-центров умирает в первый же год своего существования. Поэтому, когда мы смотрим на опыт, мы видим не только, что за плечами у этой компании, но и ее отношение к бизнесу как таковому. А это значит и к тем партнерам, с которыми она будет работать. А с какой целью изучают юридические данные? Наличие офиса, филиалов? Юридические данные, то же самое расположение офисов говорит о том, насколько зарезервирована компания, например. Количество филиалов говорит, что компания может покрывать различные часовые пояса, то есть в разных часовых поясах. Или же компания имеет определенное количество штатного персонала. Наличие административных офисов позволяет иметь удобство общения с компанией-подрядчиком, может быть, в офлайне, да, не только в онлайне, но и в офлайне, посещать, приезжать и так далее. Различные часовые пояса в зависимости могут создавать, либо создавать проблемы, если вы работаете в другом часовом поясе. Да? То есть, соответственно, тут уже вы смотрите, выбираете по удобству взаимоотношений с этой компанией. Также юридическая информация может быть полезна при анализе истории компании. То есть сейчас очень много правовых систем, которые легко проверяют информацию о компании, о ее финансовой стабильности, о ее судебных разбирательствах, возможных участиях в различных, как истец или других историях, связанных с какими-то спорами. Соответственно, изучив эту информацию, вы можете сделать определенные выводы о компании и в дальнейшем при диалоге с менеджерами компаниями уже сравнивать ту информацию, которую дают вам менеджеры, и ту информацию, которую вы подняли из правовых систем. На что обратить внимание при изучении услуг и их стоимости? Важно понять, какая услуга вам нужна. Дело в том, что не все компании колл-центры оказывают услуги широкого спектра. Кто-то занимается исключительно телемаркетингом,
Кто-то занимается, наоборот, исключительно обработкой входящих обращений. Какие-то компании проводят опросы или информирование клиентов. То есть важно понять, чтобы спектр услуг компании соответствовал вашему запросу. Соответственно, изучаете услуги, если видите, что такую услугу компания оказывает, соответственно, имеет смысл туда обращаться. Если такую услугу компания не оказывает или у нее нет в этом успешных кейсов, представленных на сайте, ну, наверное, стоит посмотреть куда-то в другую сторону и поискать других вариантов подрядчиков. Рекомендательные письма от клиентов – это признак качества работы контакт-центра? Но, безусловно, любая компания, которая оказывает какие-либо услуги, хочет получать обратную связь от своих клиентов. И добрые слова, и слова благодарности, они не только приятны самой компании, но еще очень важны для ее дальнейшего продвижения на рынке. Поэтому качественные компании, которые оказывают хорошие услуги, им не стыдно попросить у своих клиентов какие-то благодарственные письма или отзывы. Хорошо, когда это оригинальные бланки компании с печатями, подписями руководителей или видеозаписи каких-то руководителей компаний, которые говорят о подрядчике те или иные слова. Можно послушать и реально понять, что думают клиенты о такой компании. А что представляют из себя кейсы? Кейсы – это некий законченный проект работы. То есть часто компании на сайтах, если есть кейс, это хорошо. То есть описывается, вы, например, хотите отдать на подряд обслуживание звонков интернет-магазина. Вы смотрите, есть ли у компании на сайте описанный кейс для интернет-магазинов. Так или иначе близко похожий на то, что нужно вам. И смотрите на те вводные данные, которые есть на входе, там, какой объем звонков, какая продолжительность звонка, и как контакт-центр с этим справлялся. То есть каких результатов он добивался, что удавалось улучшать по отношению к начальным позициям на входе и после начала сотрудничества с контакт-центром. Соответственно, кейс представляет собой оцифрованный в задаче, постановку задачи, функционал и в конкретные цифровые отметки по результатам работы контакт-центра. Если такие кейсы на сайте есть, или компания может их предоставить, а лучше, если это еще и информация какая-то согласованная с каким-то клиентом, значит, вы можете быть в достаточной степени уверенности, что у компании есть опыт в вашей сфере деятельности. Что должно войти в аналитику работы контакт-центра? Аналитика – очень важный момент, который иногда упускают компании при выборе подрядчиков. Ведь очень важный вопрос, как ты будешь контролировать ту компанию, которая будет оказывать тебе услуги. Некоторые компании говорят, мы пришлем вам акты. Акты мало о чем говорят. Можно сделать какие угодно акты, но реальную картину происходящего за предыдущий месяц оказания услуг акты не покажут. Чем интерактивнее и более детальнее будет статистика и аналитика, которую компания вам предоставляет как заказчику, тем для вас будет спокойнее. Желательно, чтобы эта аналитика и статистика была в режиме онлайн и в режиме цифровом, доступа к личному кабинету или каких-то других электронных инструментов. Когда вы в любой момент времени, как руководитель или вы как ответственное лицо за взаимоотношения с колл-центром, можете зайти в любой момент, посмотреть статистику на текущий день, на текущий час, месяц и так далее, любой период, что реально происходит сейчас на вашем проекте. Сколько операторов работает на вашем проекте, что они, какие консультации они дают, прослушать любой звонок в любой момент, посмотреть статистику по каждому оператору в отдельности, по группе операторов или там по линии, если разделение есть на линии у вас. Соответственно, наличие таких средств у компании-подрядчика является хорошим положительным знаком. Это говорит о том, что компания инвестирует, во-первых, в эти решения, а во-вторых, она хочет быть прозрачной перед своим заказчиком. Ей нечего скрывать. Она говорит вам, я работаю честно, смотрите, я ничего от вас не скрываю. Как оценить техническую оснащенность контакт-центра? Помимо того программного обеспечения, о котором мы поговорили для контроля, естественно, хорошие компании, стабильные компании, они инвестируют в свою отказоустойчивость. Очень важно, чтобы телефония компании-подрядчика была
как минимум зарезервировано. То есть, когда вы отдаете ваш телефонный трафик на АТС заказчика, подрядчика, и вам же важно, чтобы эти звонки никуда не пропали. Они должны прозрачно проходить от оператора связи к телефонной станции подрядчика. И дальше потом, может быть, возвращаться к вам уже, если эти звонки переводятся на внутренние службы. Поэтому важно, чтобы телефонный АТС, виртуальный АТС были зарезервированы как минимум дважды. То же самое касается дата-центров. Все оборудование заказчика, сервера и иное оборудование, они находятся, желательно, чтобы они находилось в специализированных местах. Это дата-центры, которые обеспечены там сильно по электричеству, по интернет-каналам, в общем, где уровень отказоустойчивости приближается к 100%. 99,9% это показатели дата-центров, которые должны выполняться. Соответственно, если у колл-центра оборудование находится в дата-центре, а лучше не в одном, это тоже положительный знак. Это плюс в графу выбора этой компании как подрядчика. Помимо этого, если у вас есть возможность посетить непосредственно площадку колл-центра, увидеть, как работают операторы, вы можете глазами увидеть, на каком оборудовании они работают. Программное это оборудование, то есть это какое-то софтверное решение, или это аппаратное оборудование, то есть это цифровая телефония какая-то, Cisco там, или другие решения каких-то известных производителей. Визуально глазами вам сразу будет все понятно. Вкладывает контакт-центр, инвестирует средства в оборудование или нет. Понятно, что от уровня оборудования зависит то качество сигнала, которое будет слышать клиент в трубке у вашего подрядчика. Поэтому важно анализировать подрядчиков вот именно вот в такой вот в структуре, расставляя плюсы и минусы, сравнивая нескольких подрядчиков одновременно и по итогам уже делать какие-то выводы. Таким образом, у нас получается своего рода чек-лист из нескольких пунктов, чтобы оценить подрядчика и сделать свой правильный выбор. Именно так. Не пожалейте время. Составьте вот эту таблицу, о которой я говорил, и очень очевидно будет, уже вам проще будет делать в итоге выбор, уже основываясь, может быть, на конкретном коммерческом предложении, которое будет предоставлено, но при прочих равных вы для себя сделаете те приоритеты, которые именно вам важны. Важно ли вам удобство территориального расположения компании, важно ли вам опыт именно в вашей сфере бизнеса, важен ли вам отказоустойчивый сервис, чтобы компания была распределенная и так далее, и по другим параметрам. Соответственно, заполняйте эту таблицу, сравнивайте цены, делаете выбор, выбираете подрядчика и дальше работайте с ним дружно и счастливо. Спасибо. С нами общался Алексей Белов, коммерческий директор контакт-центра «Открытая линия». Спасибо вам. Увидимся в следующий раз.